Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы погуляем в парке Ричмонда, крупнейшем парке Великобритании, расположенном на юго-западе Лондона в одноименном районе Ричмонд. Парк основан в 17 веке королем Карлом I, как оленей заповедник. Изначально парк был закрыт и был доступен только для короля. Но в настоящее время любой желающий может прийти сюда и насладиться красотой дикой природы. Парк занимает площадь почти 1000 гектар и имеет большое значение как на национальном, так и на международном уровне в рамках защиты дикой природы. Играет большую научную роль. В настоящее время в парке проживает несколько сотен оленей. Также есть ряд других животных, например, зайцы. Насладимся звуками дикой природы и красотой пейзажей. В Ричмонд-парке очень много старых деревьев, особенно дубов. Некоторые из них находятся под охраной. Вот это мощное дерево, это один из видов каштана. Находясь в парке, даже не веришь, что ты находишься внутри города. В какую сторону ни посмотри, не видно ни одного здания. Сейчас мы находимся только в самом начале парка. Чтобы пройти парк насквозь в любом из направлений, надо затратить не менее 1 часа. А чтобы пройти парк по кругу, на это потребуется в районе 3 часов. Еще один мощный каштан. Парк знаменит своими оленями, но чтобы с ними встретиться, надо проделать довольно большое расстояние, потому что они обитают кучками и стараются прятаться от людей. Поэтому пока просто гуляем и надеемся их встретить в ближайшее время.
Впереди видны заросли густых деревьев. Это заповедник внутри парка. И на его территории есть только одна тропинка, а все остальное закрыто для публичного доступа. Это позволяет животным там обитать, не боясь встретиться с людьми и получить от них какой-то урон. Также это позволяет наблюдать за животными в их естественной среде. Если повезет, можем увидеть там зайцев. Парк очень ухоженный. За ним следят очень большое количество волонтеров. Смотрите, кого мы нашли. Тут я вижу 3 взрослых оленя. Судя по всему, самцы. С огромными рогами. Олени, видимо, уже позавтракали и отдыхают. Как и другие жвачные животные, им нужно не просто поесть траву, а еще и время, чтобы ее отдельно переживать. Очень красивые животные. Тут обитает 2 типа оленей. Это большие олени. Я их называю оранжевые. Еще есть тип оленей, которые похожи на Бэмби, то есть пятнистые. Они поменьше ростом, но тоже красивые. Судя по всему, самец оленя призывает самку. Интересно. Попробуем найти других особей. Отсюда видно, насколько парк огромный. Вдали на горизонте можно увидеть бизнес-центр Лондона, Сити и район Канари-Ворф. Район также популярен для людей, которые занимаются велоспортом, так как его пересекает дорога длиной около 5 километров, на которой практически нет машин, что позволяет достаточно быстро ускоряться и не думать о пересечении светофоров, людях и других машинах.
Здесь мы видим забор, который охраняет заповедник от того, чтобы люди в него заходили. То есть можно зайти только через специальные ворота и пройти по тропинке по центру заповедника. В Великобритании очень много дикорастущей малины. В ряде случаев ее используют как живая изгородь. Она смотрится достаточно красиво, при этом из-за того, что она колючая, она дает естественную защиту от нежданных гостей. Это служебные ворота для работников, которые занимаются очисткой и охраной заповедника. Ричмонд парк — хорошее место, чтобы просто побегать. На горизонте виден водоем. Это серия искусственных прудов, организованная по центру парка. Является домом для множества водоплавающих птиц, а также хорошее место для прогулок и выгула собак, например. Отсюда видно, насколько далеко находится остальная часть Лондона и насколько парк большой. Небольшая галка. Сегодня очень сильно светит солнце, и несмотря на не очень жаркую погоду, дает атмосферу и ощущение лета. Особенно, когда идешь по такой песчаной дороге. Целые поля папоротника. Над парком достаточно низко пролетают самолеты, потому что здесь недалеко находится главный аэропорт Лондона — Хитроу.
парке множество скамеек, при этом место их расположения не случайно. Обычно они установлены так, чтобы наблюдать наиболее красивый пейзаж. Давайте вместе посмотрим, что можно увидеть, сидя на такой скамейке. Очень даже неплохо. Можно почитать книгу, либо даже нарисовать картину. Давайте подойдем ближе к пруду и посмотрим, каких птиц мы там сможем увидеть. Самые популярные водоплавающие птицы здесь — это утки и гуси. Также достаточно много лебедей. Если повезет, можно еще будет увидеть цаплю и баклана. Но они встречаются достаточно редко. Интересный факт, что все лебеди Лондона принадлежат королю. И если какой-то человек несет какой-то урон или тем более убьет лебедя, то это преступление против короны и будет наказываться особо строго. Ричмонд парк входит в число королевских парков. То есть это тех парков, которые имеют наибольшее значение для короны и содержатся за счет королевской семьи. То есть не за счет налогоплательщиков и бюджета. Очень много людей любит бегать, особенно в субботу утром. Бескрайние поля папоротника. Очень необычное и красивое дерево. Имеет очень широкую крону, и по ширине дерево почти в 2 раза больше, чем по высоте. Ворон. Идет по тропинке.
потихоньку подходим к пруду. В парке находится несколько бывших резиденций короля либо королевской семьи. Например, здание White Lodge – это старинная резиденция короля Карла I. Находится Королевская школа балета. Также в парке находится дом Пембрук-хаус, в котором жил премьер-министр Великобритании XIX века, а также его племянник, известный философ Бертран Рассел. Хорошее место также для прогулок с детьми. Пруд очень большой, красивый. Видим чайку, 3 уток. В этих водоемах нельзя купаться и ловить рыбу. Впереди, если вы видите, около уток находится баклан. Он глубоко ныряет и может проплыть под водой несколько десятков метров. Очень интересная и необычная птица, которую я первый раз увидел только в Лондоне. В парке нельзя устраивать пикники и жечь костры. Местные жители очень уважают чистоту парка и любят его. Здесь практически невозможно увидеть разбросанный мусор, за редким исключением.
Здесь оградили еще один охранный участок. Также место для естественного обитания дикой природы. Вдали видно множество птиц. Идем дальше в поисках оленей. Посреди пруда есть небольшой остров с несколькими деревьями. Тут много очень высокого папоротника, почти в человеческий рост. Сейчас еще достаточно рано, примерно 10:30, и людей не так много. В основном здесь те, кто занимается спортом или выгуливает собак. Днем в личном парке гораздо больше людей, так как это одно из любимых мест для проведения выходных. Также в парке живет очень много зеленых попугаев. Здесь получится их снять. Пример очень мощного старого дуба. На каждом дереве есть специальные бирки, которые показывают номер либо название дерева. Позволяет ученым следить за ними.
парке до сих пор есть здание, в котором живет племянница предыдущей королевы Великобритании Елизаветы II. Каждый желающий может свободно подойти к зданию и сфотографироваться с ним. Смотрите, сколько здесь малины. Дерево за таким забором находится под особой охраной. Значит, представляет из себя повышенную ценность. Судя по всему, это тоже старинный дуб. Вдали видим какой-то дом. Подойдем поближе и посмотрим, что это такое. До сих пор в парке есть несколько домов, в которых живут люди. Еще один огромный дуб. Потихоньку идем к дому вдали. Напрямую пройти нельзя, потому что здесь очень густой папоротник. Поэтому идем по тропинке. Нашел еще одного оленя с очень большими рогами. Надеюсь, он не представляет опасность. Подойду от него чуть подальше. Сейчас олени с самыми большими рогами, которые они сбросят только в марте-апреле. К таким большим оленям опасно подходить близко, потому что они могут быть очень агрессивными и ударить рогами. Маленькие же олени сами бегут
гораздо быстрее, чем ты к ним подойдешь. Впереди очень густые заросли. Вышли на большую тропинку. Еще одно интересное старинное дерево. Смотрите, какие у него ветки. Тоже с биркой. Подойдем к зданию поближе. Дом находится слева от тропинки. Еще несколько деревьев под особой охраной, которые ограждены таким вот деревянным забором. Среди таких густых деревьев ощущение, как будто находишься в каком-то сказочном лесу. Вплотную подошли к зданию. Судя по всему, это дом на одну семью. Может быть, на две. Несколько хозяйственных построек и двухэтажный дом. Раньше, и возможно сейчас, здесь живут люди, приближенные к королевской семье. Вот такие простые ворота. Называется White Ash Lodge. Такой симпатичный старый домик. Идем дальше. Интересно, что большинство деревьев здесь дубы. Не так много мест, где можно встретить столько дубов.
большое красивое дерево. При этом, если посмотреть на широченную высокую крону, то для такой огромной кроны достаточно небольшой ствол. Вообще одна из особенностей Великобритании, или по крайней мере региона около Лондона, что крона деревьев начинается очень низко от земли. То есть ствол буквально пару метров максимум. Потом сразу начинаются ветки. Возможно, это связано с большой влажностью, и для деревьев выгодно иметь много листвы и веток. Впереди одна из двух дорог в парке. По первой дороге, где было много велосипедистов и мало машин, тут же наоборот. Достаточно много машин и не так много велосипедистов, но они тоже есть. Сейчас перейдем дорогу, и на другой стороне должен быть прекрасный вид с возвышенности парка в низину реки Темза. Впереди, вдали, видна парковка. Соответственно, кто хочет приехать на машине, то здесь есть несколько удобных мест, где ее можно оставить. Перешли дорогу, и впереди, как уже видим, границу склона на краю парка. Попробуем что-нибудь увидеть оттуда красивое. А по пути смотрим еще пару интересных деревьев. Еще один небольшой заповедник внутри парка, огражденный забором. Тут такой вот спуск. Если пойти вниз, то можно выйти из парка и попасть в район Петершем
который знаменит тем, что это один из самых дорогих районов Лондона, в котором живут многие звезды, в том числе, по крайней мере, раньше здесь был дом Анджелины Джоли и Брэда Питта. Возможно, до сих пор этот дом им принадлежит. Зайдем в заповедник. Тут симпатичные кусты. Впереди видим исторический дом, в котором сейчас находится чайная комната. То есть кафе, в котором вы можете заказать себе чай с различной выпечкой. Здесь также очень шикарный вид. Поэтому всем, кто проголодался и гуляет по парку, очень рекомендую остановиться тут. Идем по краю склона. Даже если посмотреть вниз вдаль, то практически не видно зданий города. Только вдали некоторые крыши виднеются из-за деревьев. Район очень зеленый. Потихоньку подходим к зданию. Это одно из самых, если не самое знаменитое здание в Ричмонд-парке. Красивый цветочный сад. Сидят люди. Тут шикарнейший вид. Посмотрите, как красиво. Пожалуй, лучший вид. Остановился выпить кофе в этом прекрасном месте. Еще один очень красивый исторический дом. Почти полностью закрывается живой изгородью, цветами. Очень красиво. Около него шикарная клумба с цветами, а также вид на набережную Темзы. Смотрите, какой тут шикарный вид.
различные цветы и историческое здание на заднем фоне. Показатели. Потихоньку идем к выходу. Красиво поют птички. Судя по всему, соловьи. Бегает белка. Тут находится очень классная смотровая площадка. На схеме можно посмотреть, что отсюда видно. Даже видно Виндзор Касл. Где-то вдали, в этом направлении, на горизонте. Прогулочная аллея Джона Бира. Довольно симпатично. Учитывая, что уже октябрь, зелени меньше. Думаю, весной тут очень красиво. Большое дерево с какими-то ягодами. Очень похоже на рябину, но это не рябина. Возможно, боярышник, но я не знаю точно, как он выглядит. Тут описано, какие растения и насекомые обитают в этом небольшом саду. Можно почитать и узнать что-то новое. Особенно если вы увлекаетесь ботаникой. Кстати, белое здание, около которого я останавливался пить кофе, это знаменитый Пембрук Хаус, в котором жил премьер-министр 19 века, а также его племянник, знаменитый философ Бертран Рассел.
На этом будем потихоньку завершать прогулку. Всем рекомендую приехать в Ричмонд Парк, если будете в Лондоне. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.